О, класс. Это вот, походу, когда ее нашли, да? Период. Ну да, возможно. То есть, как бы, ну, остатки крепости. Местные берут, как бы, ну, земля же надо возделывать. И разбивали тут огороды, виноградники. Вот. Самое древнее, что тут находят, это вообще из бронзового века, еще до строительства крепости. Какие-то древние грузинские слои есть культурные. 13-8 век до нашей эры. Вот, грузинские племенные союзы Даяэни и Кулуха. Здесь жили до прихода римлян. Вот. Тут вот прям видно вот культурные слои. То есть вот самый нижний римский, чуть выше это то, что Византия построила, и самый верхний османского периода. Археологи подразделяют. То есть всего лишь-то какие-то 20 сантиметров и несколько веков, да? Да. Вот. Самые ранние упоминания крепости датируются 77 годом в работах римского историка Гая Плиниуса II. Здесь размещалось 1200-1500 солдат. О, Господи, где? Где? Видимо, там казармы были. Мы такие, вот, комнаты большие. А это казармы просто. Так там так и было подписано, что казармы. Ну вот. Вот, по преданиям. Апостол Матвей здесь похоронен. Посланный проповедовать здесь вместе с апостолом Андреем. Это фрагмент одной из древнейших римских дорожных карт. Она там на гигантском свертке, а вот, собственно, он весь целиком. Там огромное количество листов. Это вот, собственно, все Средиземное море. Как и вот нам вот этот конкретный кусочек. Вот это что, может, вот это? Нет? Давай. Масштаб тут очень кривой. Очень все искажено. И основное значение карты это, в принципе, показывать просто по дорогам, или куда и как ты можешь попасть. Получается, она здесь. Хотя как бы море вроде как гораздо ближе. Вот как будто Сванетия, что-то похоже на Сванис Амате. Да. Сванис Армате. Сванские Сарматы. Так называли, видимо, Сваны. Трабзон. Что? Да, Трабзонд. Так, стоп. Я запутался. Она какая-то очень кривая. Ну, тут, собственно, видно, потому что насколько она вытянута. Ну, тут, в принципе, нет моря, как видишь, да? Они просто думали, типа, побережье это, а не моря. Может, вот это Черное море? Да, наверное, так. Вот Апсарус. Апсарус, да, это крепость. Да, наверное, это Черное море, потому что вот как раз чуть-чуть до моря, видишь? А в ту сторону, вот там где-то будет Трабзон. У них не было компаса, надо понимать. Ну да, надо учитывать то, что они не все сильные, у них не такие были. Это вот Италия, вот видишь, какая она. Причем, возможно, еще масштаб сильно сплющен ради того, чтобы на этот свиток поместить. То есть, как бы, может, они и хотели бы четко отобразить. Ну, как бы, зачем нам эти гигантские, непонятно, что там находится. Получается, Апсарус, вот, то есть, скорее всего, Черное море вот так идет, если Трабзон вот так. То есть, Турция, она такая очень вытянутая. Ну, а тут что написано? Может, тут что-то расписано? Вот это дорожная карта 4 века географа. Ну, в принципе, то, что ты и сказал, да? Да. Ничего нового. Не изображена эта крепость. А зачем они вот здесь зачеркнули линию? Что это такое? Что-то неправильно пропечатали? Да нет, правильно, что я не распечатал. Тут отдельные листы уже, видишь? Соединение, типа. Да, что-то такое. Сложновато ориентироваться по ним. Можно попытаться найти какие-то другие грузинские места. Но как-то не особо ищется. Вот остаток надписи. Колхида, то есть древнее название самой Грузии. Люблю всякие карты разглядывать, конечно. Но в этом очень сложно найти. Антиохия. Это статуя Зевса, да, одно из чудес света, не дошедшего до нас.
А где она находилась? Ну, вот в этой вот области, то есть где-то вот в районе Иордании, видимо, Сирии. Да, вот Сирия подписана. Угу. Ну да, это капец сплющенная карта. Современное понимание географии сложно по ней Ну ориентироваться. вот видишь. Кипр просто громадный, учитывая его Чё, блин? важность. Киликия. Ну, название одного из регионов современной Турции. М. Ну да, вообще, короче, тут попробуй разбери, да? Ну, Трабзон видно, да. Апсарус видно. Все. Основное значение карты вот понять, что вот по этой дороге ты можешь из Трабзона попасть в Апсарус. И всё. Да, А хоть всё чуть-чуть остальное- понимать, чтобы всё остальное это ориентироваться. такое. А это кто? Шлиман, первый археолог, в принципе, считается. Он прославился тем, что он нашел Трою, попутно разворошив все абсолютно культурные слои последующие этой Трои и уничтожив огромное количество зданий. А Но где Троя находится это здесь? возле Стамбула, далеко. Тут, наверное, тоже не... Ну, если по этой карте, то если это Стамбул, конечно. Да. Он там разворошил абсолютно все, что было после Трои, саму Трою, поэтому прославился. Видимо, он здесь тоже что-то накопать успел. Разворошить. Да. За стеклом. За стеклом. Древнеримские, да? Да. Он искал тут аргонавта. Кого? Аргонавта. Это что такое? Ну, это вот этот миф о Золотом Руне и прочем. Он же здесь имел место быть. А, И он, как бы, зная греческую мифологию, решил по всем местам славы пройтись. В том числе и сюда заглянуть. а это что такое? Бронзовые инструменты. А, это бронза. Причем древнейшие, даже до римского периода. Это топоры. Вот это все почти. Что это? Топоры. А. Из меди, из бронзы. Да, точно. Это наконечники, да? Все, поняла. Тяпка. Возможно. Да. Мельница ручная. О, господи, как они поднимали, блин. Вот это женщины были мощные. Вот этими топорами интересно ходили. И вот мы до наших дней дошли в неизменном виде, считаю. Чуть-чуть поживее. 4 Чуть-чуть совсем побитые. склеили. Так, это уже железный век. Культурный слой 8-7 века до нашей эры, Восточное Черноморье. Маленькие баночки, бутылочки. Вот этот, видишь, это даже не водопровод, это вот это вот железные печи. То есть тогда уже 3000 лет назад, чтобы плавлять железо, придумали технологию, что ты должен по керамическим трубкам выдувать туда воздух кожаными мешками, чтобы расплавить железные руды, и вот какие-то железяки расплавить. И это было жизненно важно, потому что если у тебя не было железного оружия, тебя могли легко завоевать. И тоже вот второго тысячелетия нашей эры здесь находят железную металлургию. Морских бусин полно в Эрмитаже. Да, кстати, мы там тоже нафигачило смотреть. А здесь чуть-чуть оставили. Вон, видишь, какие красивые бусины. 3 век до нашей эры. Колечки, сережки. Типа золото. Ну да, почему? Все крошечные такие. Кто Лежит. кто-то пил из этой посуды, ел из нее. Что-то делают с ней. Кстати, монеток тоже. Тут вообще Монеток, такие четкие целая монетки. библиотека. Прям Всех периодов, вот детальные каких очень. совсем древнейших, бронзовых, совсем дорожавевшие. Ну, с головами римских императоров. Там какие-то средневековые золотые, серебряные, в конце он говорит, Российской империи монеты везде сущие. В общем, надо приходить и смотреть. Вот, арабские монеты. Да. Вот, это тоже римские, тоже с головами императоров. Все.
Так, тут сейчас, по сути, по надписям находит большинство монет римского периода, императоров Тиберия, так, босфорские, иудейские, антиохийские, королевство Понт, Эфеса, Цезария, Рима, Синопа, Трабзон, Фессалоник. Также находят монеты польские, Сигизмунда III, венецианские дукаты, арабские буквы заплетены. Вот одна из монеток, вот это очень современного вида, прям максимально современного, похоже, к османскому периоду относится. Вот это узнаваемая роспись, когда арабские буквы заплетают в форме, похожей на колесницу. Это что-то связанное с османом. С греческими надписями. Вот это что-то из Европы. Вот то ли Там уже святой какой-то. польская, то ли византийская. А, нет, это венецианская, да. Латиницей написано что-то. Это уже арабские монеты еще. Тоже глазированные посудины. Но тоже тут пишут датируют вторым, третьим веком. Все римским периодом. Ну, то, что я говорил на одном из стендов, что вот, скажи, когда это было сделано, 200 лет назад или 2000 лет назад? Разберись, Не попробуй. сразу ответишь. Глазировка тоненькая, причем такая глазировка. Вот. Установили по анализу, что из 80 сортов винограда, росших в Аджаре, делали здесь. Османские солдаты, размещенные в крепости, заработали дурную славу в 1762 году, когда они ограбили известного французского путешественника и торговца Жана Шарда. Ну, здесь вообще прям много керамики всякой красивой. Голубенькая. Вообще классно. Фигурки всякие. А это уже самое современное, 17-19 век. Вот тут уже не курительные трубки. А эти какой век? Тоже? Ну, не постарее, наверное. Вон татарском флаге разукрашены. Насчет ограбления, вот похожую судьбу испытал известный грузинский ученый и посол Сулхан Сабах Орбеляни в 1714 году по дороге домой из Европы в Грузию. Какие-то камешки. Там пауки живут теперь. Занято. Ну, классно, вот видишь, сохранился. Чуть-чуть потрескался, правда. Вот эти трубы. Текла, наверное, безбожно. Если хоть часть воды-то текла. Да фиг знает, они тоже, наверное, чем-то залепливали эти. Просто это то, чем залепливали, рассыпалось. Ну, не пушка, уж просто так выглядит, наверное. Вот это же тоже не наконечник чего-то. Ну, вот этот стенд открыт, как будто посвященный. Да фиг знает, может какой-то вот станок. эти кирпичи, они, не знаешь, современные. Да вон, читай. Ну, кстати, грабли первый раз видим. В подобных штуках. Ну, сколько все, блин, наросло всякими наростами железа. Жаль, что во многих местах перегорел свет. Ну, тоже такой антуражненько. А, тут его и не было. Что такое теперь? Не пройдем. Заколки. Ну, верно, что это еще? Мышеловки. Мышеловки. Вот пружина какая. Не, это булавка, походу. Булавка, точно. Вот это английская система, которая... Но только древнеримская. Ну да, как бы вот эти ткани, которые ты носишь, что закрыла булавочкой. Ну да, как она называется? Не булавка, а она была брошь. К ней что-то вот крепилось, к этой булавке. Ой, камушки выпавшие. Бижутерия того времени.
Ой, этот стакан типа с того времени сохранился, такой идеальный. Видимо, нет. Не Ну, разбился, стекло вообще прикинь. какого качества, знаешь, что это железное, все такое железное, что же все четенько было, блестящее, О, полированное. кресты. Монастыри 11-13 века. Короче, тут очень много всего. А, еще посередине очень темно. Можно посмотреть. Да, там еще. Уже средневековый карта. Что? Пытаюсь найти. Ну вот, наверное, это увеличение. А Апатис, ну вот. Вот, Апатис. Ну, остров какой-то М? трещин. Угу. Ну тут уже больно глазом смотреть на это. Как-то не очень странно. Ну сам прикол, вот сидишь и рассматриваешь так. Если остатки сети, видимо, тоже тех времен. Угу. Если там зерно сохранилось. Какой-то чайник. Какой-то, Угу. Да, и как-то сохранилось, да? У нас вообще такое стекло, наверное, не найдешь. О, у меня такой же камушек дома лежит плоский, длинный. Может, это тоже чего-то там? точильниками. Ага. Ты видишь, вот зачем это сделано, может, прозрачно. Ну здесь да, а там-то нет. Ой, Стекло. не видно прозрачности. Ладно. Это как холодильники работают. Кто? Вот эти кувшины, они как холодильники. А, которые закапывали, да. Вот, сундуки тоже не встречали. Да, да, да. Что там обязательно для масла, для вина, для зерна. И вот на свадьбу надарят тебе кувшинов, ты такой, класс. Все, можно жить. Да их тут все отреставрировано, как бы, а держалка щита, она еще тех времен каноничная. Я право, может быть, тоже. А это что такое? Какие-то орудия. А, это стрелялка, вон, видишь? Конечник. А тут типа дерево сохранилось, или они его подпихунили? Тоже реставрировано. Ну, вся вот эта обшивка сундука древняя. Классно. Хотя кто его знает. Может, с тех времен, да? Я говорю, если там зерно сохранилось, Ну да, если оно такое подкаменело, то вполне может быть. еще обрабатывали как-то. Ну, кстати, да, если они его пропитывали там какими-нибудь маслами, там натирали всякой всячиной. О, здесь надо сфоткаться, короче, давай сфоткаем. Еще наткнулись на розу такую высокую-высокую. Нам даже повезло, и одна распущенная. Распущенная. Солнце зашло. Да, солнце уже так заходит, начинает холодать. По чуть-чуть. А мы сколько времени-то? Честно. Еще час. Ну, там. О, значит, все-таки здесь можно по травкам ходить. Тогда до лодки там тоже сходим. Ну, блин, если тут везде можно в парк ходить, фу. Эти, видишь, вытоптаны. Надо идти не по вытоптанным, чтобы не вытаптывалось. Шашлыки еще можно жарить, да? Во. Центральная часть форта. Остатки двух зданий того же периода в северо-западном секторе. Значительные полевые работы были проведены здесь и близко к северной стене. Изучаются древнеримские постройки. Здание было 24 метра в длину, 20 в ширину. Предположительно, что это была резиденция преториума, командования гарнизона. Обнаружено 9 комнат, включая залы для принятия послов и всяких событий и церемоний. Так. Что
Инструкция указывает размеры фундаментов, ширину стен на 1,2, 1,5 метра. Восточная и южная стена были укреплены с помощью пилонов. В некоторых местах на этих фундаментах в некоторых местах была возведена более поздняя средневековая постройка. Точный план здания не до конца установлен. Что-то вроде того. Ну, то есть, да, вот Грохов, понимаешь, 20 на 24, это 480 квадратных метров резиденцию. А остальные 1500 солдат, ну как-то тут разместитесь друг на друге. Ну, а что, 2 этажа построил, и по двухэтажной кровати, и все. Так, ну тут мы вообще не разберемся. Вот что вот это накрытое? Я думаю, могила. Вот я тоже уже думаю, могилы, но... ну хотя они же в зданиях тоже хоронили, да? В те времена. Ну или это позднее, то есть как бы здание уже разрушено, остались только фундаменты. Могильная плита, да? Тут же их и похоронили, в этих 400 квадратах. Ну да, травой же он и пахнет. Тут что же позднюю траву. Что у нас осенью делают, тут делают не осенью. Вот это вот молодое дерево. Кто-то штаны потерял. Вот там для нормальных людей есть дорожка, вон, видишь? Че, может, мы вернемся и вот так пойдем, как нормальные люди, обойдем? Нет? Ну, потом так пройдем, да? Ладно. О. Здесь на римских фундаментах все приходили и строили тут свои постройки. Очень удобно. Очень такое историческое место. Это мощь веков прям чувствуется. Необычно. Да. Не фигня такая. Ну хотя как наши будут человеники разгребать? Скажут, вот на этом клочочке земли жил 50 тысяч человек. Во. Сюда, наверное, может и зайти можно. Что? Тут же на нас ничего не обрушится. Ну, тут пушки стояли, да? Ну, как что пушки. Ну, вон туда, допустим. Не знает. Мне кажется, тут целиком можно с арбалетом как-нибудь. Ну да, может быть. Да, тут же у тебя рядом кровать, короче. Матрас перекладываешь. О, горы. Горы, горы, горы. Ну, по сути, это все просто воинская часть. Был плац где-то, были казармы, были бани, был административный сектор. Ну да, сколько у нас сейчас казарма? По 5000 человек. Здесь 1500 римских солдат базировались, ходили в увольнение в город, купались на море. Вот. Ничего не меняется. Конечно, все мы люди. Вот здесь тоже можно подняться. Пошли. О. Какой-то очень большой откос. Да, маленький. Тут типа никто не рискнет. Да. О, тут уже мандариновые эти. Чуть-чуть деревья. Асфальтовая дорога 4 века нашей. Бомбили с пушек, видимо. О! Мандарины. Так необычно.
Год тут живем, так привыкнуть не могу, что Может, тут мандарины сфоткаться? Спускаемся тут из крепости. И в крепости растет клубника. Ну и что-то очень похожее на нее. Спасибо тем, кто посадил здесь мандарины. Что там? О. Вот, то есть они тоже технологию узнали. То, что можно не все забивать. Не всю стену. Вот так можно еще на крепость посмотреть. С такого ракурса. Можно подойти и посмотреть близко. Потому что, ну, мандарины, вот мы тоже там видим везде мандариновые деревья, а лимонные не видели. Надо будет обойти, короче, крепость и посмотреть лимонные деревья. А то с хурмовым деревьем я уже сфоткалась. С апельсиновым плюс-минус. С цветовыми всякими перефоткалась. А лимон еще не фоткалась. Не видели мы нигде. Это то, откуда мы пришли? Да. О, вот это красота, конечно. Давай на фоне этой красоты сфоткать. Ну вот, мы дошли уже до того, что реконструируется, или что это такое. Да, реконструкция древнеримского. Классное дерево. Я, честно, даже не задумывался, что Римская империя до сюда доходила, аж до Грузии. Оказывается. Это ж... А, это арбалет. Да, баллисты крупные. Сейчас. Вот так помещается. Да, это баллиста, крупное артиллерийское орудие этих времен. Ну, катапульту дальше. Офигеть, огромная какая. Люди изобретения пороха камнями швырялись. Ну шо, тоже неплохо. Весь день прыгал. О, Шелковизный ман. и что это? Орел? Угу. Что, у всех орлы? Вот эти символика подразделений была. Во, видишь, все-таки они в палатках жили. О, видишь? Ну, подавляющее большинство, да. Только если ты там какой-то очень классный. А, это колесница, да? Угу. О, она такая большая. А, на нее, видимо, можно вставать, раз тут не огорожено. Давай, типа, мы в колеснице едем. Давай. Тебе сфоткаю потом. По-видимому, это турецкий чайник. Да. Может, нет, конечно. Очень Скорее похож. всего, вообще фонарь какой-нибудь. Разделяется так на 3 штуки, как турецкий чайник. И противоколесничные ежи. Как-то сомневаюсь в их реальном существовании, хотя можно почитать литературу. Не удивлюсь, что такое реально было. И что, у них такой заборчик был, что ли, прикольно. Вон, видишь, котелок. Кушать подано. Видишь, там эта травка кинулась. А, для освещения вот эти урны использовались. А, Дров набросали, костер разожгли. ну и тепло идет от них тоже. Мгм. И получается, в палатках жили. Прикольно. Палаточный такой городок. У каждого своя кормушка. Тут вон с этими, с личинками, как их, комаров. Опарыш. О, тут уже грибы выросли у кого-то. Можно срезать, как специи кидать. Класс. Тут уже дальше палатка.
И кто? У них был вождь или кто? Полковник. Едва Там ничего нет. Ну а смысл? О, можно поучиться, как палатку, наверное, натягивать. Большую. О, здесь уже не делали колышки. Не натягивали. Все это, короче, имитация. Все имитация. О, тут собрание, да? Скамеечки. Жопку отсидеть, наверное, можно. А здесь что? Бои были на песочке. Скорее всего, да. Развлечения единственное. Спорт. Тренировки. Почему сейчас там последняя часть осталась? То есть коридоры, комнаты. А вот это больше всего на большие казармы похоже. С коридорами, маленькими комнатками. Угу. По 2, по 4. Ну, если у них были двухъярусные кровати избранные. Вот. Кто-то жил под крышей, кому-то доставались только палатки. Ну да. Или в палатках что-нибудь там какой-нибудь временный лагерь, там, я не знаю. Доктор приезжал. Или еще наложница. Вот тоже, видишь, на костер собрано. Наложница, как они называются? Проститутки. Так называют. Больше соответствует этому, Да. чем наложница. А это вот все розы. То есть если приезжать летом, здесь будет роза. Розы, большинство роз в августе цветут. А без роз все идешь по скучной дорожке. Относительно скучной. Вот черепичка накидана. Еще какая-то избушка. Но туда нельзя. Нельзя. Все, пошли. О, смотри, тут разрушенное. Здесь есть туалет, в туалете здесь даже горячая вода. Вот. Ну, ладно, тут 2000 лет уже есть. Но нету защелок, кстати. Как ромашки. Только не ромашки. Ромашковидные. Вот это вот что за дерево такое? Все-таки есть подозрение, что это их плитка. Видишь, тоже вон лежит. В общем, какого-нибудь века из этих всех. Возможно, там? османская. Османская. Самое позднее. Сюда уже не будем подниматься. Уже кушать охота. Уже голодно. Солнышко ушло, все. Мы сдаемся сразу. О, хоть одна башня, где высокий вход. О, а тут и ярусы какие-то, смотри-ка. Прикинь. Какая-то необычная башня-то. А здесь тоже, видишь, стояли пушки. Только уже не на самом низу. Прикольно. Ну да, это же горная местность. Тут, видимо, пониже как-то. Да. И поэтому... Ну, вход тут, тут. Он сформировалось бы. Вот. А там такие низкие везде, а здесь высокий вход. Мы, похоже, пропустили стенд на самом входе. Да, самое главное. Не этот. Мы увидели вот этот сруб дерева и такие все ушли. Вот. Ну, описание форта кратко, что он 222 на 195 метров. Расположен на устье реки Чорохи, в 12 километрах от Батуми. Высота стен 5 метров, высота башен 7 метров. Изначально было 22 башни, сохранилось 18. Древнейшие находки здесь касаются колхидской культуры и первых грузинских поселений 13-8 века до нашей эры. По римским византийским источникам говорится, что, в общем-то, первая крепость была возведена еще тогда, еще даже до римлян.
перечисляются историки, которые об этом писали, об экспедициях. Так. Затем более поздние датировки поселения, это 8-7 век до нашей эры. Апсарус играл важную роль в классические и греческие периоды. Но наиболее сохранившиеся фортификации связаны именно с римлянами. Упоминается в работах Плиния Старшего в 77 году. Апсарус был одним из важнейших военных, политических, экономических, культурных центров римской восточной границы с 1 по 3 век. Около 1200-1500 солдат размещались здесь. Также здесь работал театр, ипподром. А ипподром где был? Вокруг? И приблизительно в 40-х годах также здесь был похоронен апостол Матфей. Затем этот форт был известен под названием Акампсис до X века и Гонио до XIV века. После османского завоевания здесь был размещен гарнизон османов с 1547 по 1678 год. Генрих Шлиман, Нико Мар и Теодор Успенский интересовались историей этого места, но первые раскопки начались только в 1960-х годах. Особенно богатый золотом клад был найден относящийся к первому-второму столетию. Был открыт в 1974 году во время строительства дороги рядом с фортом. И с 1994 года здесь проводятся постоянные систематические раскопки. Василиус. Вот на металлическом макете ничего этого не было. Он как-то совсем лениво сделал. Вот эта фигурка там была, да, я видела. Собака. Бегают собаки по всему городу. Тут тоже бегают. Еще решили мы все-таки до лодки. Мы там поняли, что все-таки можно по газонам ходить. Сходить все-таки до нее. Поплыть. Лодка и лодка, да. Проржавевшая древняя лодка. Что еще вы хотите увидеть? За 3-4 часа. Ну, в общем, везде пишут, что... Тут смотреть особо нечего. Да, что на полчаса максимум, но мы вот 3-4 часа. Ну, мы, как всегда, мы очень медленно все рассматриваем. Вот, видишь, без всадника. Здесь уже на уровне нас. Закрытие. О, кстати, прикинь, уже на ключ. На ключик, маленький ключик. Закрываются ворота. Не то, что было раньше, да? А, мы еще хотели, во-первых, лимоны пойти посмотреть. Пошли лимоны смотреть. И еще хотели... Ну и вот понимаем, насколько там было тихо за этими стенами. Вообще трассу эту не слышно. Вообще супер. Супер-пупер-группер. О, полиция, кстати. Сейчас, надеюсь, можно поесть. Сейчас мы пойдем посмотрим лимоны. Потом пойдем посмотрим море. И, надеюсь, мы не успеем умереть с голоду. Вот. Надо было все-таки что-то с собой взять.